Помните ли вы меня и мое видео, которое озвучил Шейман, но это не важно. Так вот, это видео вообще с ссылочкой на рубрику было, но я что-то так подзабил на нее. Так что, да, это видео будет символом того, что это лето для моего канала будет очень богатым в плане контента и тем для него. Так что, начинаем исправляться с этой рубрики. В первой части багов и особенностей мы с вами разбирали альфы первой части соседей, но во второй части, то есть в этом видео, мы затронем не альфы, а альфы с беткой и, конечно же, демо. И разберем мы с вами только «Привет, гости». Хотя она и подписана как pre-альфа, для меня по геймплею она является другой игрой. Следовательно, про какие особенности я буду говорить, типа мы теперь охраняем и защищаем парк от вандалов. Извините, но это не по мне. Ведь вы на канале Алексей Че. Ну и пока не вышел новый девлог, давайте быстрее начинать. Альфа 1 Привет, Сосед 2 вышла в 2020 году, 29 декабря, под издательством, конечно же, билдов и разработаны уже не динамическими пикселями, а Юрий и Гость студия. Если что, это они же только их выкупили билды и совместили с хологрифами. И они на Новый Гость, извиняюсь, на Новый год решили преподнести нам не новую игру во вселенной Соседа, а анонс второй части. Получилось хуйня. Тогда все удивились, типа, история уже была закончена, в какое время происходит эта игра. Еще людей удивляло присутствие Соседа в названии и его отсутствие в игре. Практически. Вместо него тут человек в костюме ворона по имени Гость. Шнабель-Перхтин, если быть реалистом. И вы такие, что, Гость существовал в реальности? Да, и если в вашем доме бардак, он придет к вам и проникнет к вам в живот. И положит все неубранные вещи туда. В игре этот говнюк еще страшнее. Кто там говорил, что Сосед из pre-альфы первой части сложный и умный? Эта тварь мне везде доставала. В то время, когда у ютуберов он мог где-то застрять, они могли пройти игру, то у меня он либо не застревал, либо все-таки застрял, но это существо уже успело закрыть свой дом. Ну и это еще не все. Он может устанавливать ловушки. Не капканы, не ведра с водой, а какую-то трубу, которая откидывает вас от места, на котором помечен крестик. Также разработчики вернули возможность отвлекать противника с помощью будильника и телефона, и добавили новую с помощью чайника. Камеры расставлять Гость не может, как Сосед из первой части. Зато можете вы. И вы можете не быть такими, как Гость, подписавшись всего лишь на меня и на подслушанный Рейвен Брукс. Что это такое? Если тебе интересны новости по Привет, Сосед 3, да и не только, ты можешь подписаться на них. Хотя нет, ты обязан. Там столько заявлений от Никиты по поводу новой игры, что... На всю жизнь хватит. Не будь таким бомжом, как он. Будь умнее. С особенностями все закончено. Если не считать новости или еще пару вещей, которые я оставил для Альфы 1.5. В общем, кончили. По поводу багов, эта игра их любит, Гость их любит, ведь в этой игре Гость может прилечь и отдохнуть. Вроде как это называют рэгдолом, который еще в третьей части может быть. Спасибо, подслушанный Рейвен Брукс. И мы вроде про баги тут говорили, а не про рэгдолы ваши. Дело в том, что Гость из-за рэгдола и объектов может в них застрять. А если вы украдете у ворона ключ и положите его к себе в фургон, вас настигнут флешбеки из 2016 года, когда тоже в первой альфе Сосед забирался к вам в дом и застревал. Ворон будет пытаться забрать его, ну а вы тем временем не сможете проникнуть к нему в дом, если он на фургоне, а не внутри. Из забавных багов только те, что связаны с физикой Гостя, а баги по типу вещи пропадают уже стали традицией. И по-моему я что-то упустил. Конечно, полеты на огнетушителе. Да, вы не ослышались. В этом мире огнетушители созданы для того, чтобы летать. Только не злоупотребляйте им. А то вас начнет так колбасить из стороны в сторону, что вы пожалеете, что не пошли пешком. А если вы думаете, что вы можете забраться на любой высокий объект и вас не догонит Гость, то спойлер, вы ошибаетесь. У него тоже есть! Альфа 1.5 вышла в октябре 2020 года на Хэллоуин. И в ней не так много особенностей. По сути, это та же Альфа 1, но с переделанным домом Гостя и новым заданием с конфетами. Но я припас несколько особенностей, которые были в первой Альфе, но рассказать я о них решил сейчас. Обсудим способности Гостя. Что делал Сосед, когда к нему в дом проникал игрок?
Ну, он гнался за нами там, а потом там ловил и там все. А сын соседа в прятках также работал? Да, там также. Следовательно, гость делает то же самое, что и они? Да, в «Привет, гость» он нас просто ловил. А в первой в полторашке нет. Он тащит тебя через весь дом и выпинывает нах! А если он вас поймал на улице, он вас все равно потащит в дом и выкинет вас на... А когда вы приземляетесь, Квентин теряет все предметы, а гость их заберет. И вдобавок вам подзатыльников надает. Потом вы эти предметы хрен достанете. И с одной стороны, это реалистичная особенность, а с другой, она меня бесит. Стало больше взаимодействий с окружающим миром. Когда вы проберетесь на чердак, игра, в отличие от первой альфы, не закончится. Вам нужно будет найти конфеты, которые разбросаны по всему городу. Интересный факт. На этих конфетах нарисованы странные события, произошедшие в реальности. Из багов можно вспомнить гостя, который не следил за своим огнетушителем. Когда он ходил с огнетушителем, он не летал на нем, он прыскал им везде и не мог остановиться. Белая жидкость гостя даже выходила за пределы его дома. Еще его можно было посадить в толчке. Из толчка выпусти! Тебе дал тиктокерский. Чё ты не смыл? Реабилитация началась. Далее передо мной был сложный выбор. Вставлять ли в это видео бету второй части или сразу перейти к демо. Я решил, благодаря видосу Юджина. Почему я вообще думал не трогать бетку? Но ее нет в стиме, так что... Поэтому предупреждаю, я буду говорить про нее поверхностно. Но я надеюсь, что вам все равно. Так, ладно, когда она вышла? Бета-версия была выпущена 7 апреля 2022 года. Ранний доступ к ней получили только те игроки, которые оформили предзаказ стандартного или делюксового издания релиза. Хотя кому-то ее и по почте рассылали. Когда мы запускаем бету, нас сразу встречает обучение, которого многим в первой части не хватало. Обучение – это явно полезная особенность, которая появлялась и в бете первой части. Только то было намного хуже. Итак, в этой игре нам вкинули просто кучу новых персонажей, новых локаций и новую игру в принципе. Если мы говорим про особенности, то с этой версии игра стала выглядеть насыщеннее предыдущих. Для кого-то это плюс, а для кого-то это минус. В альфах у заброшенного города, по которому гуляет гость, была жуткая и неуютная атмосфера. А в бете даже гостя нету. Хотя только в этой версии он появляется и ловит игрока тогда, когда тот идет туда, куда ему идти не надо. Классный открытый мир. Но игроки не пальцем деланы и просто ломали гостя. Он оставался и не мог их достать из определенного дома. Еще только в этой версии можно спать и тем самым избавиться от гостя. Что же по поводу багов? Многие на момент хайпа беты спидранили ее с помощью багов проваливания под текстурки. За 22 секунды можно было ее пройти. В концовке беты нам не показывают, что же скрывается за шторами. Легально можно посмотреть, что же там такое. Для этого вам нужна пекарня, круассан и Юджин. Он случайно попал на чердак с помощью бага и круассана. Он помог мне пройти игру по спидрану. Интересный факт. До беты должна была выйти альфа при Ецосе 2. Если коротко, эта версия являлась скрещением беты и альфы 1. Почему-то в общий доступ она и не вышла. Ну и последняя версия при Ецосе 2 это демо. На нем мы закончим данный ролик. Из особенностей в этой версии нас снова встречает обучение, после которого мы видим дом соседа, в котором сосед. Логично. Просто в бете и в принципе во всех версиях при Ецосе 2 соседа выгоняли из своего дома. В альфах гость, в бете полицейский, но в демке он все же вернулся. В бете очень мало особенностей. Хотя в ней сосед хотя бы прыгает. И то не как сосед в первой части. Получи ГГ за шаги. ГГ за шаги. ГГ. В этой версии даже на второй этаж нельзя попасть. Я уже начинаю говорить не про особенности, а про антиособенности получается. Игры после Альфа 1.5 стали скучными, ведь гостя в них практически не было. С ним было намного веселее.
Давайте о веселом. О багах и то, что находится в файлах демо. Вот когда я его проходил, мой лом стал... Он стал таким, когда я его кинул в окно. Я до сих пор не понимаю, как с ним это произошло. За счет чего он стал таким широким? Можете написать свои догадки в комментариях. У соседов демо были анимации, но одна из них особенно. Походу в команде разработчиков был приколист, который сделал анимацию, в которой сосед смотрит на релиз Привет Сосед 2 и ломается. Это пиздец. Но этот приколист так много наприколил, что в файлах демо нашли рабочие DLC со школой, нашли звуки кат-сцены с Привет Сосед 2 и модельки предметов и персонажей. Наприколил так наприколил. Демо очень короткое, и по сути про него сказать больше и нечего. Так ну, и поскольку демо было последней версией Привет Сосед 2, мне придется заканчивать данный ролик. Пишите в комментариях, про какие игры мне еще стоит сделать, особенности и баги. Загляните в описание, ведь там вы можете подписаться на мой телеграм и дискорд. И конечно же, подслушано Райман Брукс. Ну а на этом у меня все. Поэтому всем goodbye. Зашаги. Ге-ге-ге. Зашаги. Ге-ге.